Совсем недавно Хейли Бибер продала свой бренд Rode за $1 миллиард. И мне стало любопытно, что же такого сделала Хейли для того, чтобы ее бренд настолько вырос всего лишь за 3 года. Сегодня разберем гениальный маркетинг Rode. В чем его главные фишки, в пиаре, в скандалах или в самом продукте. Я собрала самые главные фишки этого бренда, поэтому ставьте лайк и начинаем. Во-первых, давайте посмотрим на сам продукт. Зачастую маркетологи говорят, что если продукт сам по себе не очень, но при этом красивая упаковка, то продать его можно будет легче, чем если это будет хороший продукт, но в плохой упаковке. С Хейли Бибер получилась достаточно похожая история. Она сделала минималистичную упаковку с фокусом на функциональность и попала довольно четко в свою целевую аудиторию. Это эстетика Clean Girl. Clean Girl — это целое направление такой холеной девчонки, которая очень за собой следит, которая вся такая fashionable, но при этом humble. В целом гипотеза про упаковку рабочая. Если упаковка действительно красивая, то, во-первых, ее инфлюенс-блогеры очень захотят поснимать и показать распаковку вашего товара у себя в социальных сетях. Во-вторых, это всегда позволит выделиться среди конкурентов. Вы просто посмотрите еще вот на эти вот примеры упаковок. Мне кажется, что тут есть чем вдохновиться. Плюс, когда мы не делаем просто распаковку в лоб, а именно смотрим на то, как блогер это в реальной жизни использует, то доверие к этому продукту становится намного больше, потому что нет этого лейбла под названием «Купи». Ну и вообще упаковка — это первое, что позволяет с брендом соприкоснуться и понять его ценности. Вот банально через визуальный стиль. Второй компонент успеха Rode — это инфлюенс-маркетинг, потому что Хейли Бибер стала сама лицом своего бренда. Буквально каждое утро, каждую первую сторис Хейли начинала с того, что она просто приводит себя в порядок с помощью своей косметики. Это опять же выделило бренд, потому что когда владелец использует сам что-то, то, естественно, продажи будут выше, потому что конверсия продаж у владельцев, она в разы сильнее, чем у любого селза. Но инфлюенс-маркетинг не заканчивается одним только контентом в Инстаграме. Также это пиар-рассылки. И Хейли придумала очень классные пиар-рассылки, которые тоже запоминаются, которые тоже хочется отснять. Например, это огромная бомбочка для ванной или продукты в виде молока и печеньки. То есть, опять же, это та самая инстаграмабл эстетика, которую хочется сфотографировать и выложить у себя в соцсетях. Сейчас очень многие бренды начали заниматься подобной пиар-рассылкой, и, скорее всего, на смену этого тренда придет что-то еще, что-то более новое, и могу предположить, что это закрытые мероприятия, которые сейчас бренды начинают потихонечку устраивать. К закрытым мероприятиям мы придем немножечко попозже, у бренда Rode они тоже были. А пока что хочу вам сказать про фишку последнего года, это Pop-Up Store. Pop-Up Store — это, грубо говоря, палатка, которую вы можете расположить где угодно, которая позволит вашим покупателям получить какой-то уникальный интересный опыт. Например, сделать прикольные фотографии или потестить вашу косметику. Эта вот палатка может использоваться для определенных инфоповодов, например, для показа новых коллекций. Самая главная цель поп-апа — это поднять охваты, позволить новой аудитории познакомиться с брендом, а старой аудитории укрепить связь с этим брендом. Например, Хейли Бибер запустила яркие палатки для переодевания на пляже Ибицы и классные фотобудки. Теперь, как обещала, переходим к закрытым мероприятиям. Это вообще такой тренд сезона, потому что на эти мероприятия вообще очень тяжело попасть, если вы не являетесь только каким-нибудь блогером, инфлюенсером или просто другом этого бренда. Но самое интересное, что это действительно влияет на продажи, потому что аудитория, которая наблюдает за брендом в социальных сетях, грубо говоря, завидует тем людям, которых пригласили на эти закрытые мероприятия, хочет стать частью этого комьюнити, а стать частью комьюнити — это всегда про некую эксклюзивность, про причастность к чему-то интересному. И, естественно, начинают покупать больше для того, чтобы их в дальнейшем приглашали на подобные закрытые штуки. Эту фишку более маленькие бренды подхватили у гигантов рынка, таких как LVMH, например, Hermes, Dior, Prada, все делают закрытые пресейлы, куда зовут фанатов и самых избранных покупателей этого бренда. Следующая, не менее важная составляющая — это UGC-контент. И, конечно же, большую роль здесь сыграл продукт. Продукт — это чехол с блеском Rode, который был абсолютно у всех. Ребят, мне вот стало жалко $70 для того, чтобы купить себе этот чехол. Если вам нет, напишите в комментариях, вы им до сих пор пользуетесь или это было временным помутнением. Потому что абсолютно все модницы в какой-то период времени начали выставлять свои селфи в зеркале с этим чехлом Rode. Чем это было классно для бренда? Они здесь вообще поступили как марка сигарет в свое время, одна, которая сделала пачки для сигарет. Потому что раньше вот этих упаковок с логотипом для сигарет их не было. Тут похожая история. Когда ты куришь, ты постоянно выкладываешь пачку на стол. То же самое с телефоном. Телефон у всех на виду. И, естественно, все спрашивают: блин, а где ты купила такой классный чехольчик? Я тоже хочу. Знаете, вот эта вот история про вайб подружек.
Этот чехол вообще идеально вписался в эстетику бренда и стал очень виральным и очень труднодоступным. Также UGC-блогеры, конечно, которые начали делать распаковки этого бренда, тестинг. И здесь был один очень интересный скандальчик, потому что в начале, когда бренд только-только запустился, многие блогеры раскритиковали упаковку, раскритиковали сам продукт, вообще сказали, что этим всем неудобно пользоваться. Но Хейли было на это абсолютно пофигу, потому что к скандалам она привыкла, и именно на скандалах выстроился весь ее бренд. Следующий пункт, самый главный, это скандалы, которых очень много. Поэтому, если вы любите посплетничать, то режим крыс включен. Самая главная причина популярности Хейли Бибер — это ее личная жизнь. Это вот этот любовный треугольник, в котором постоянно происходят какие-то новые события. Хейли, Джастин и Селена Гомес, его бывшая. То Хейли Бибер выйдет с Джастином в разных луках, притом настолько разных, что в СМИ это максимально быстро раскритикуют и разовьют. Потому что Хейли выглядит красиво, Джастин выглядит некрасиво. Естественно, на его фоне она выделяется. И вот в 2025 году, ровно перед тем, как Хейли продала свой бренд, у нее было очень много громких инфоповодов для того, чтобы подогреть интерес и, скорее всего, подогреть стоимость ее бренда. Во-первых, Хейли и ее муж начали появляться по отдельности. Например, на Met Gala Хейли пришла без него, вся в черном костюме, с таким драматическим выражением лица, типа «не спрашивайте, что случилось». Америка постоянно обсуждает выходы Хейли и Джастина Бибера, притом заметьте, насколько грамотно сделан этот инфоповод. Она красотка, он так себе, и вроде бы ничего такого они не сделали, но внимание к себе приковали. Нашим отечественным звездам до такого еще далеко. У нас либо совсем прям черная желтуха, либо ничего. Во-вторых, Джастин начал оставлять очень странные комментарии одной инстаграм-блогерши, которая супер сильно похожа на его бывшую Селену Гомес, что, естественно, тоже просто взорвало пуканы фанатов, которые очень любят эту пару. Ну и либо очень не любят, потому что именно хейтеры очень быстро вообще разносят информацию по интернету. Более того, когда у Хейли случилась долгожданная обложка Vogue, то Джастин выложил эту обложку к себе в Инстаграм и подписал, что «Прости, что я говорил тебе, что ты никогда не будешь на обложке Vogue». Он очень быстро это все почистил, но интернет помнит абсолютно все. Самый главный вывод, который можно сделать касательно маркетинга Rode, это то, что если у тебя, как у владельца компании, есть много аудитории, то ты в целом сможешь продать все, что угодно, применяя какие-то нехитрые приемы, которые действительно лежат сейчас на поверхности. Пиар-рассылки, UGC-контент, инфлюенс-маркетинг и какие-то скандальные небольшие штуки. Но для того, чтобы вообще собрать свою аудиторию, развить свой блог и социальные сети, вам обязательно нужно посмотреть одно из моих видео на канале, предлагаю вам на выбор, потому что благодаря YouTube можно прокачивать не только личный бренд, но и продажи. А с вами была Маша Голубева, маркетолог, продюсер YouTube-каналов. До новых встреч!